друзья! Сегодня я хочу поднять очень важную тему для похудения. Дело в том, что когда я был еще с большим лишним весом, у меня было одно блюдо, которое не давало мне никак похудеть. Самый популярный фастфуд на территории стран бывшего СНГ – это шаурма. Шаурма – волшебный свиток, просто невообразимый вкус, популярность, удобство. Все в этом блюде сделано так, что ты можешь его есть одну за одной. Я делал шаурму сам, с разными вариациями. Я ее покупал на выносе. Вы знаете, я делал шаурму даже с такими экзотическими элементами, как пельмени. Представляете, шаурма с пельменями. Это была одна из самых вкусных моих шаурм, если так можно выразиться. И, друзья, когда пришло время худеть, я понял, ну как быть, ведь шаурма это такая вкусная вещь, которая мне так нравится. И многие могут сказать, ну а что ты хотел? Худеть хочешь? Значит страдай, отказывайся от вкусной любимой еды и начни уже кушать полезную невкусную еду. И в принципе кушать вкусно, ты что думаешь, это духовно что ли? На самом деле Библия об этом говорит довольно ясно. В книге Экклезиаста в 2 главе с 24 стиха мы читаем: «Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою от труда своего. Я увидел, что и это от руки Божьей, потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него?» Мы ясно видим, что Господь в своем слове не запрещает наслаждение. Наслаждение – это часть его замысла для человека. Мы видим, что даже наша физиология об этом свидетельствует. Каждый раз, когда мы думаем о питании, мы думаем, что происходит переваривание пищи, оно происходит где-то вот здесь, в нашем желудке. Но нет, питание, переваривание начинается еще в нашей голове. Дело в том, что в это вовлечены наша нервная система, наша эндокринная система. Когда мы смотрим на еду, которая выглядит вкусно, которая пахнет вкусно, уже нужные рецепторы воспроизводят все необходимые процессы в голове, в нашем организме, кишечнике и в ЖКТ, для того, чтобы мы могли нормально его переварить. Выделяются нужные ферменты, начинается слюноотделение. Это все очень комплексный процесс, и Господь устроил это так, чтобы мы действительно могли наслаждаться едой. Он щедрый Бог, Он дарует нам по своей щедрости. Но люди, как мы знаем, они впали в грех. И теперь они искажают Божье благословение, искажают, злоупотребляя им. Ведь если взять что-то очень хорошее и начать им злоупотреблять, то мы получим что-то очень плохое, мы получим проклятие. И мы видим, как этим грамотно манипулируют маркетологи, продавая нам разные продукты, которые выглядят вкусно, пахнут вкусно, но заставляют нас переедать. И для того, чтобы худеть, не обязательно начать питаться невкусно. Нам нужно питаться вкусно, нам нужно питаться тем, что нам нравится. Иначе мы просто не сможем долго удерживать это. И поэтому та самая шаурма, тот самый легендарный свиток, этот пятнистый криптонит мой, который не давал мне похудеть, стал одним из главных моих оружий в борьбе за похудение. Посмотрите, мы берем для этого очень простой лаваш, вот этот большой, да. Я люблю разрезать его для удобства на две части. Супруге моей больше нравятся вот такие, знаете, круглые лаваши, лепешки с таким интересным запахом. Они при запекании в аэрогриле дают такую классную корочку, вы увидите в конце видео. И главным ингредиентом у нас, помимо самого лаваша, непосредственно является наш фарш. Здесь у нас находится фарш из индейки и фарш из курицы, не жирный. Можно брать фарш из говядины, тоже не жирный. Смотрите состав, сколько там белков, сколько жиров. Выбирайте там, где поменьше жиров и больше белков. И здесь все очень просто. Фарш вываливается в сковороду. В нашем случае это вок. Предварительно сковорода спрыскивается небольшим количеством масла. Затем он там жарится на протяжении 15-20 минут. Просто жарим его, переворачиваем, добавляем специи по вкусу и получаем просто волшебный, классный источник белка, самую главную основу нашего блюда. Итак, теперь следующее. Это соус. Соус в шаурме является тем, что дает ей тот самый вкус, ту самую нежность, которую мы любим все. И обычно в качестве основы для соуса используется майонез. И майонез как раз таки и является тем самым источником избыточных калорий. В нашем случае мы взяли просто греческий йогурт, смешали его с горчицей и добавили туда томатный кетчуп. В моем случае острый томатный кетчуп от Heinz. Очень вкусный, кстати. И вы знаете, получается ничем не хуже майонезного соуса. И при этом количество белка, которое здесь находится, оно просто легендарное. Оно нас насытит, оно не даст нам располнеть, оно даст нам очень классную кислинку от греческого йогурта. И горчичка придаст пикантности этому блюду.
Смотрите, мы выкладываем наш соус на лаваш, добавляем сверху кусочки мяса из фарша. Вот так щедро просто посыпаем. К фаршу мы обязательно добавляем источник витаминов и клетчатки из свежих овощей по сезону. В нашем случае это болгарский перец. Посмотрите, как щедро мы посыпаем сюда этот болгарский перец. Затем помидор. Помидор даст сочность, даст вкус, даст сок шаурмы. Это будет просто потрясающе. То, что свяжет все ингредиенты вместе, это легкий сыр. Легкий сыр, натертый на мелкой терочке. Посмотрите, как хорошо он сыпется сюда, этот легкий сыр. Ну и, конечно же, маринованный лук. Лук мы замариновали сами предварительно в уксусе, и теперь просто красиво добавляем его сверху, как нашу вишенку на торт. Одним из главных секретов вкусной шаурмы является пикантный лучок. Для этого мы берем красный лучок, нарезаем его вот такими вот тоненькими полукольцами. После того, как мы с вами лук нарезали, мы добавляем сюда. У нас очень такой разбавленный уксус, 9%, поэтому мы добавим сюда такие, знаете, 2 столовые ложки с горкой. И водичкой это все дело зальем, чтобы у нас получился раствор, такой, в котором лучок наш промаринуется и даст вот эту классную кислиночку. То, что надо. Вот так. Оставим его на 5 минут. Аромат вообще классный, бодрящий, кисленький. Ты прям ждешь, когда окажется она в этой нашей шаурме. Получилась целая гора просто продуктов. И самое главное, теперь эту гору каким-то образом завернуть. Мне нравится такая техника, когда мы подворачиваем все ингредиенты под первый такой каточек шаурмы. Затем с краев подворачиваем концы и просто, подминая ее под себя, вот так вот аккуратненько заворачиваем. Смотрите, какая огромная, гигантская шаурма у нас получилась. И теперь, как по примеру, как делать по-другому, да, начинку. У нас не все в семье любят одни и те же ингредиенты. И, например, для супруги ей больше нравится, когда мы добавляем обычный кетчуп, а не мой на греческом йогурте. То есть здесь также основой является фарш. Чем больше фарша вы положите, чем вы щедрее снабдите его специями, тем будет вкуснее, уверяю вас. Не жалейте фарш, это главный ингредиент, который нас насыщает. Мы добавляем сюда наш фаршик, затем следом отправляется наш источник, опять же, сезонной клетчатки, а потом секретный ингредиент, который обожает моя супруга. Дело в том, что она очень любит, та-дам, кукурузка, которая консервированная. Это такой, знаете, мексикано-стиль получается с кукурузкой, тоже классный источник клетчатки. Тоже покупается в любом магазине в любое время года. Это очень здоровский лайфхак, когда не знаете, что добавить в шаурму. Добавьте туда кукурузу, поэкспериментируйте, попробуйте. Я уверен, что вам понравится. Также добавляем сюда наш лучок. И так как мы не добавляли соус, нам необходимо добавить наш кетчуп. Можно вот так сверху щедро тоже полить. Дело в том, что в кетчупе, в отличие от майонеза, калорий сильно меньше, поэтому можно не бояться добавить побольше для сочности, для вкуса. Ну и посыпать это все дело сыром. Вот такая у нас получается другая уже шаурма. Посмотрите, как много здесь этих ингредиентов. Ровно та же самая технология по ее заворачиванию. Мы подворачиваем все вот под первый такой вот моточек. И потом аккуратненько с боков, подминая, докручиваем остальное, делая вот такую просто гигантскую классную сверточную штуку. Следующая шаурма — это для наших деток. Для них я выбираю уже не острый кетчуп. Здесь я выбираю кетчуп, видите, томатный, обычный. К нему мы добавляем точно так же наш фарш свежий, ароматный болгарский перец. Болгарский перец — это вообще один из самых лучших вариантов для ваших салатов, для ваших каких-то гуляшей, для запекания. Его можно использовать во всем. Также сюда добавляем помидорок и, конечно же, сыр, легкий сыр, который все это скрепит. Еще раз я напоминаю, что если вам кажется сильно заморочено, вот так ингредиенты по отдельности все добавлять, выверять пропорции, если в вашей семье, в принципе, у всех вкус одинаковый, или вы готовите только на себя, вы можете смешать все ингредиенты, например, в одной емкости, в одной таре,
а потом положить их в холодильник и шаурму делать себе, например, в течение нескольких дней, потому что в целом эти ингредиенты, они будут храниться довольно долго. Ну, а теперь нам пора делать запекание в аэрогриле. Как мы видим, в нашу чашу поместится все. Вот так оно все укладывается и уходит в наш аэрогриль на 12 минут. Можно ее пожарить еще и на сковородке, если у вас нет аэрогриля. Можно запечь ее в духовке, можно запечь ее на обычном гриле. Но самый классный способ это запечь в аэрогриле, потому что он даст именно вот эту хрустящую корочку, которая будет, ну, наполнять просто рот слюнками. Как только вы ее достанете и начнете разрезать пополам, вы это увидите все. А пока наша шаурма запекается в аэрогриле, хочу сделать одну очень важную ремарку. Дело в том, что апостол Павел дополняет учение о нашем попечении о плоти. В послании к Римлянам, 12 главе, в 14 стихе, он говорит нам о том, чтобы попечение о плоти не превращались в похоти. И вы знаете, название этого канала «В меру». И не случайно оно такое, потому что все, что угодно, как мы вначале говорили, каждое благословение, которое Господь нам дает, мы можем обратить в проклятие, злоупотребив им. Поэтому нам нужно делать это в меру. Своим питанием, когда вы занимаетесь, вы тоже должны осознавать, что если ваша забота о плоти, о питании начинает, оттягивать слишком большое внимание на себя, оно начинает вредить вашему прославлению Бога, оно начинает вредить вашему поклонению Богу, вашим взаимоотношениям в церкви, с друзьями, с семьей, это значит, что вы превращаете свои попечения о плоти в похоти, и это уже другая крайность. Друзья, берегитесь от крайностей, держитесь так, чтобы делать все в меру. А наша шаурма готова, друзья. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Посмотрите, какая потрясающая корочка. Мы сейчас возьмем нашу классическую шаурму, самую первую, и вы увидите на разрезе, какая это красота. Посмотрите, какая она сочная, как тянется сыр. Это просто великолепно. О, красота. Это, сказать, что это вкусно, ничего не сказать. Друзья, вы обязаны это попробовать. Я рад, что вы посмотрели видео до этого момента. Я надеюсь, оно было вам полезно. Ставьте лайк, если собираетесь приготовить точно такую же шаурму. Не бойтесь экспериментировать, не бойтесь заменять продукты с высокой калорийной плотностью на более низкую. Будем показывать какие продукты и какие интересные рецепты еще есть. Подписывайтесь на канал, друзья. До новых встреч! Обычно мы так не едим, но сейчас нас снимают, поэтому